Всем привет! И сегодня у нас вторая часть того, что запрещено в Египте или не разрешается. Осталось у меня не так уж много пунктов. А потом я скажу о 5 вещах, которые мне нравятся в Египте, и о 5 вещах, которые я ненавижу в Египте. Следующее, что у нас осталось из того, что нельзя делать или не рекомендуется делать в Египте. Я закончила на том, что не рекомендуется носить короткие юбки и короткие шорты, соответственно, то, что выше колен. Также не рекомендуется носить футболки, топы с открытым животом. То есть этого тоже делать не нужно, так как эта часть вообще ее желательно не открывать. Далее, следующее, второе, это такси, когда вы садитесь, когда ловите такси, желательно не садиться на переднее сиденье к водителю. Женщины, как правило, не садятся, некоторые египтянки, конечно, садятся, но в принципе не рекомендую, особенно иностранкам, чтобы не было никаких эксцессов, не случалось. Следующее, в Александрии, в городе Александрия ходят трамваи. Первый вагон всегда для женщин. Если вы хотите прогуляться просто по городу, по центру города, вы можете воспользоваться трамваем, и вы должны запомнить, что первый вагон всегда для женщин, и там туда запрещен вход мужчинам. То есть в любом случае, если вы, как говорится, иностранка, женщины, как говорится, не будут к вам, конечно, приставать, так что смело садитесь в первый вагон трамвая и катайтесь, как говорится, по городу. В остальных вагонах ездят мужчины, и женщины там тоже, как говорится, ездят. Но самое главное, что в первом вагоне трамвая запрещен вход мужчинам, там только женщины. Также в некоторых местах, как правило, в основном, где стоят какие-то очереди в магазинах, как правило, существует две очереди. Одна очередь для мужчин и вторая очередь для женщин. В автобусах та же самая ситуация. Как правило, женщины садятся с женщинами, мужчины с мужчинами. Я не беру, когда как говорится, сильный трафик, когда много людей. Вообще принято женщина садится с женщиной, если есть свободное место, а мужчина садится с мужчиной. Когда вы приезжаете в Египет, я думаю, что в любой город, по городу очень много маленьких таких кафе открытых, и там сидят одни мужчины, как правило. Это такие уличные недорогие кафе, куда мужчины заходят попить кофе, попить чай, встретиться. Переговоры, кстати, как правило, тоже проводятся в таких кафе. В этих кафе самое главное, там подают также кальян, курить можно и так далее. Но я хотела сказать не об этом, я хотела сказать о том, что когда вы приходите всегда в такие кафе, это такие недорогие кафе, которые есть по всему Египту, вы когда заказываете чай или кофе или что-то другое, вам всегда приносят стакан воды. Никогда не пейте эту воду, так как правило, это вода из-под крана. Так как вода здесь достаточно специфическая, и египетские желудки, конечно, привычные к этой воде, но у вас будет точно абсолютно расстройство желудка, если вы попьете этой воды. Так что, если вы идете в кафе, просите, как говорится, минеральную воду, закрытую бутылку, и ни в коем случае не пейте воду из стакана, которую вам подают. Также я хотела сказать, что в этих кафе я не беру какие-то кафе нормальные, такие уличные обычные кафешки. Там заметно, там сидят, такое мужичье сидит. Как правило, там женщины не сидят, и женщинам там сидеть неприлично. Контингент очень отвратный сидит, и поэтому не рекомендую, даже если вас там пригласил кто-то там из ваших знакомых, не ходите в кафе, выберите какое-то более приличное место и, как говорится, туда отправляйтесь. Следующий вопрос по поводу дней рождений и Новых годов. В Египте большая часть населения, это более 90%, это мусульмане. Мусульмане Новый год не отмечают. Нет у них такого понятия, с 31 на 1 собирается праздник, готовятся салаты. Этого здесь вообще нету. Отмечают Новый год только христиане, их достаточно мало, и отмечают они, конечно же, не так шумно. День рождения. Дни рождения, понятно, как есть, как у мусульман.
так и у христиан, но мусульмане не отмечают дни рождения. Это связано с религиозными, соответственно, устоями, и, как правило, мусульмане даже не знают, когда у них день рождения, у их мамы или у папы, то есть и свое не всегда хорошо помнят. И, как правило, соответственно, не отмечают. Есть небольшой процент населения среди мусульман, которые отмечают дни рождения своим детям, но это больше связано с такими, как бы, с европейскими или западными поветриями и абсолютно не относится к их культуре. Вот, поэтому не переживайте, если там у кого-то день рождения, вот, и можно подарить подарок, но, как правило, они не отмечают дни рождения, и это не считается чем-то значительным. Вот, у мусульман только есть два праздника, это большой аид и маленький. Первый праздник, он обычно после Рамадана проходит, аид, и второй где-то через месяц-полтора после аида. То есть, когда там забивают животных и так далее. Следующий вопрос. Будьте готовы к тому, что египтяне очень много врут. То есть, у них привычка, возможно, это связано с поводом, без повода, к слову, и так постоянно врут. Вот. И, наверное, даже у них между собой это даже не считается чем-то таким особенным, если у нас это, как говорится, вранье, как говорится, а у них, как говорится, как на голубом глазу. Поэтому не верьте всему, о чем вам рассказывают, и, как правило, очень много людей, которые говорят о том, о чем не знают, и поэтому любую информацию, которую вам предоставляют египтяне, лучше ее, как говорится, лишний раз перепроверить. И последняя вещь, о которой я хотела сказать, что в Египте, как правило, никто ни за что не порицает. То есть, если человек видит, например, что кто-то обманывает из египтян, он не говорит: ты что врешь, ты что там такой обманщик, он говорит неправду, вам такого никто не скажет. Один египтянин видит, что другой врет, и он его, как говорится, никогда не одернет и не предупредит, как говорится, наивного человека, который повелся на эту ложь. Вот. И так что и у них принято, возможно, это связано с религиозными представлениями, то есть в исламе есть такое понятие, то есть не лезть в то, что тебя не касается. То есть они, как правило, не лезут. Если, предположим, видят, что там в одной семье происходят проблемы, там, предположим, муж бьет свою жену, то никогда никто не вступится, не скажет, как у нас принято, там видят, бьют женщину, подойду, скажу: ты что там бьешь свою жену? У них здесь не принято так. То есть семья – это закрытая, как говорится, система, и никто не имеет права совать свой нос в семью. И также, соответственно, принято не выносить ссоры из избы, не рассказывать про свои семьи, не рассказывать про свои взаимоотношения. То есть это определенные, как бы, здесь правила. Поэтому первое – это будьте готовы, что здесь врут, не верьте всему, о том, что вам говорят. И второе, что здесь никто не лезет и никто никого не одернет, если делается что-то не так. Вот. Вот такое вот по поводу того, что запрещено, то, что не рекомендуется или запрещено, или какие-то вот отрицательные вещи. Дальше 5 вещей, которые мне нравятся именно в Египте. Что можно назвать? Первое, наверное, что здесь никто не пьет. Вот. Здесь не увидишь пьяных на улице, распивающих спиртные напитки около дома, там сидящие, или праздно, как говорится, шатающиеся под шофе. Вот. Второе. Мне нравится здесь, что здесь, в принципе, детям очень расти спокойно, то есть без нервотрепки. Дети, в принципе, послушные, никто не хамит, то есть немножко отличается, даже значительно отличается от того, что происходит, предположим, в России или на Западе. Третье, что мне здесь нравится. Нравится то, что здесь, в принципе, нет таких уж трескучих морозов. Вот. Ну, конечно, очень скучаю по снегу, но, в принципе, здесь климат достаточно теплый. Четвертое,
Ну, здесь свежие фрукты, овощи, круглый год. Возможно, это. И пятое. Нравится то, что египтяне, они не конфликтные. Вот. Египтяне не конфликтные, как правило, стараются всегда избежать конфликта, то есть не будут настаивать на своем мнении, как правило, согласятся с вами, как говорится, ну, условно согласятся, в душе, может, они будут не согласны, но, как говорится, при разговоре они с вами согласятся, свое мнение, как правило, оставят при себе, никто не будет ругаться, размахивать руками и доказывать свою точку зрения. То, что не нравится здесь, значит, первое, очень грязно. Вот, египтяне абсолютно не следят за окружающей средой и бросают бумажки, всякие пакеты от чипсов, всякие, весь мусор, как говорится, на улице. Не убирают вот, придомовую, вот, рядом с домом территорию, рядом с магазинами, там, с какими-то еще, может быть, и убирают, но на самом деле очень грязно. Вот. Второе, что не нравится, менталитет не нравится, то есть очень какие-то они закрытые, и менталитет египтян, то есть очень закрытые, скрытные, никогда от них не добьешься правды, и очень как бы мутные, то есть ты не можешь понять человека, даже если ты с ним общаешься в течение долгого времени. Третье, система образования очень плохая, мне здесь не нравится система образования. Вот. И четвертое, абсолютно некомфортные условия для житья. Делается все так как бы тяп-ляп. Вся система коммуникаций такая тоже держится на соплях, постоянно что-то ломается. Нету отопления, нету горячей воды. Какие-то такие вот бытовые вещи, они просто достают на самом деле. От них очень устаешь. То есть нету вот этого комфорта, такого определенного, который должен быть, как говорится, к которому мы привыкли. Вот. Ну и пятое, последнее. Наверное, это больше связано с людьми. Вот, даже. То есть вся, как говорится, проблема, она, как правило, идет от людей. То есть люди очень закрытые и как бы достаточно сложно как бы вот дружить с такими людьми. Общаться можно, но дружить, как говорится, с такими людьми не получится, так как они очень закрытые, они как бы такие вот. Вот. Ну, это были вот такие вот 5 вещей, которые мне нравятся в Египте, и 5 вещей, которые не нравятся. И так как я рассказывала про фрукты, вот сейчас у нас есть фрукты. Виноград стоит 10 египетских фунтов в килограмм, это приблизительно 50 центов. Персики стоят килограмм 5 египетских фунтов, где-то 25 центов в килограмм.